Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос регулирования течки у собак и кошек гормональными препаратами. Наверное, ни один вопрос не вызывает столько мучительных сомнений, чем применение этих препаратов. При слове «гормональные препараты» у многих людей воображение сразу же рисует самые ужасные картины. Типа тех, которые сейчас есть на сигаретных пачках. У большинства людей к этой группе препаратов очень напряженные отношения. Причем это касается всех гормональных препаратов, а не только препаратов для регулирования полового цикла. Но относительно этих препаратов предубеждений больше всего. И что рак яичников и матки не вызывает, и полипы от них вырастают, и что я уже не говорю о том, что они, нарушают течение полового цикла, вызывают бесплодие и ожирение. Одним словом, их применение ведет к очень серьезным метаболическим нарушениям в организме. Поэтому, когда приходится назначать гормональные препараты, то у большинства владельцев животных это вызывает очень сильное эмоциональное напряжение. Типа, давайте назначать все, что угодно, но только не эти препараты. Это чем-то напоминает события 30-летней давности в кабинете у стоматолога, где при болезненных манипуляциях анестезию боялись применять что врачи, что пациенты. Молодежь этого не помнит, а взрослые никогда не забудут эти ужасные бормашины и адскую, просто нестерпимую боль. В те времена на прием к стоматологу очень долго собирались с духом, и все равно потом многократно все переносили, посещение стоматологического кабинета. А причина этого была одна – полчаса нестерпимой боли на один зуб. Что мы имеем сейчас? Чистый кабинет, небольшой дискомфорт в момент инъекции анестетика, и потом смотрим фильм. Некоторые при этом могут даже уснуть. Вот так давно шагнула медицина. И точно такая же сейчас картина и с гормональными препаратами. И если все боятся гормональных препаратов, то уж кто-кто, а диабетики их точно не боятся. Для них искусственный инсулин – это жизнь. Инсулин для диабетиков применяется уже очень давно. Если мне не изменяет память, то где-то с начала 20-х годов прошлого столетия. То есть вот уже почти 100 лет. Это было величайшее достижение. Но современный инсулин и инсулин столетней давности – это небо и земля. Современный инсулин во много раз лучше. Не буду сейчас на этом останавливаться, хотя очень бы и хотелось. Но формат видео не позволяет этого сделать. Так вот, инсулин спасает жизни миллионам людей на Земле. Так как диабет – это одно из самых распространенных заболеваний на планете. Так а почему же тогда такая предубежденность против препаратов, регулирующих течку у животных, причем даже намного больше, чем против препаратов, регулирующих овуляцию у женщин? Этому есть несколько причин. Первая причина. Первое поколение оральных контрацептивов, которое начало использоваться в медицине с начала 60-х годов прошлого столетия, имело множество побочных эффектов, в том числе значительную прибавку в весе и даже бесплодие. Все это и сформировало резко негативное отношение к такому типу препаратов. Вторая причина – это то, что эндокринная система сама по себе достаточно сложно устроена. И чтобы применять гормональные препараты, надо хорошо разбираться в этом. И в первую очередь это касается самих врачей, а просто обывателям об этих препаратах лучше вообще забыть, а не пытаться самостоятельно и бесконтрольно их применять, как таблетки аспирина. Так вот, как работали первые контрацептивы, которые применяли женщины? Для лучшего понимания вопроса давайте кратко рассмотрим, как протекает половой цикл самок. Объясню схематично. Половой цикл – это промежуток времени от овуляции и до овуляции, или от течки до течки. Овуляция – это выход яйцеклеток из яичника. Как проходит овуляция? То есть созревание и выход яйцеклетки. Мозг посредством определенных веществ отдает команду яичникам на формирование яйцеклетки. Главным в этом процессе есть фолликулостимулирующий гормон, который образует фолликул, в котором и зреет яйцеклетка. Когда яйцеклетка созревает, этот фолликул, пузырек, лопается, и яйцеклетка в конце концов попадает в матку, где и происходит оплодотворение, если будет встреча со спермиями. На месте же пузырька образуется так называемое желтое тело, то есть образовавшаяся пустота заполняется кровью и прорастает сосудами. Получается такое достаточно плотное образование. Но на этом его роль в половом цикле не заканчивается. Вот это образовавшееся уплотнение на вид желтого цвета становится временной эндокринной железой и начинает вырабатывать гормон прогестерон. Роль этого гормона в том, чтобы подавить созревание других яйцеклеток. И этот прогестерон будет вырабатываться до конца беременности самки. То есть следующая овуляция до конца беременности не произойдет. А зачем?
Ведь во время беременности в этом нет такой необходимости, а количество яйцеклеток в организме самок строго фиксировано, и организм старается их использовать рационально. Прогестерон также управляет выработкой женских гормонов – эстрогенов. Эстрогены вырабатываются в яичниках самки, и они отвечают за очень многие процессы, которые происходят в организме. Скажем так, что эстрогены – это самое, что ни на есть женские гормоны, которые самку делают самкой. Итак, вы поняли, как протекает половой цикл самок. У женщин в организме схематично происходят эти же процессы. Так вот, самые первые препараты для предупреждения беременности содержали в своем составе только один гормон, который подавлял формирование яйцеклетки. Это было действующее вещество по структуре, напоминавшее прогестерон. Концентрация этого вещества в препарате была очень высокой, и это очень сильно подавляло и рост яйцеклеток, и выработку собственных гормонов, собственных эстрогенов. Все это приводило к множеству побочных эффектов, в том числе и значительную прибавку в весе и даже бесплодие. Сейчас препараты для регулирования полового цикла или предупреждения нежелательной беременности совсем другие. Во-первых, они содержат в своем составе не один гормон, а два. Один гормон – это прогестаген, блокирует выработку яйцеклетки, а второй гормон – эстроген, который дополняет действие первого гормона и обеспечивает нормальный уровень естественного эстрогена. Во-вторых, по своей структуре гормоны, которые содержатся в препаратах, что очень важно, очень близки к естественным гормонам, поэтому они называются эндогенными. И, наконец, в-третьих, количество гормонов в современных препаратах очень низко, то есть их количество подбирается с учетом тех концентраций, которые есть в организме, чтобы не нарушать выработку других гормонов организма, что тоже очень важно. То есть современные гормональные препараты по регулированию полового цикла и предупреждению нежелательной беременности фактически выключают яичник, и они бездействуют как велосипед зимой на консервации. Когда беременность становится желанной, то прекращают применение этих препаратов, половой цикл восстанавливается, и через некоторое время организм снова готов к оплодотворению. В медицине сейчас очень широко используется такой тип контрацептивов. Причем не только для предупреждения беременности, но и при определенных заболеваниях половой сферы. И кто бы там что ни говорил, но используют такие препараты сотни миллионов женщин. Как я уже сказал, что все контрацептивы для людей состоят из двух гормонов. Хотя есть и односоставные. И они принимаются только в особых случаях. Например, препараты с одним гормоном прогестагеном в небольшой концентрации прописываются женщинам, которые кормят грудью. В этот момент женщине нельзя применять препараты двухсоставные, так как эстрогены подавляют выработку молока. И есть еще другой тип односоставных препаратов, которые тоже содержат гормон прогестаген, но уже в значительно больших концентрациях. Такие препараты применяются, если есть необходимость гарантированно избавиться от возможно оплодотворенной яйцеклетки, чтобы не возникла нежелательная беременность, или на ранних стадиях беременности для ее срыва. Препараты с повышенной концентрацией прогестагена достаточно жесткие, и они по механизму действия чем-то похожи на препараты первого поколения, хотя в современном монопрепарате уже содержится эндогенный прогестин. Современные препараты для регулирования полового цикла у животных сконструированы по точно такому же принципу, как и препараты для людей. И они тоже в своем составе содержат два эндогенных гормона в небольших концентрациях, что делает их безопасными для применения. Поэтому, если вы решите применить хорошие оральные контрацептивы для животных, то всегда интересуйтесь их составом, а не просто спрашивайте: а дайте мне таблеточки, чтобы кошечка не кричала. На рынке сейчас очень много всяких препаратов, в том числе есть еще и много устаревших препаратов. Более того, ситуация осложняется еще и тем, что мало того, что могут продаваться препараты предыдущего поколения, так на рынке есть еще и очень много препаратов некачественных или вообще подделок. Ведь для производства современных гормональных препаратов необходимо как серьезное технологическое оборудование, так и большой опыт их производства. Концентрации гормонов в препаратах исчисляются в микрограммах. И сами понимаете, что точно их дозировать имеют возможность далеко не все производители. Поддельные гормональные препараты – это вам не поддельные таблетки от глистов, которые, если их дать животному, то просто они не подействуют. И придется еще раз что-то давать более качественное. А гормональные препараты – это очень серьезные препараты. И вот если они некачественные или поддельные, то их дача может причинить огромный вред организму. Может даже вызвать гормональный сбой.
Вот чего надо остерегаться. Вообще препараты такого типа должен прописывать только врач. За покупку качественных препаратов отвечает владелец животного. Покупать надо только у надежных поставщиков, а не где-то в переходе с рук. Очень часто так бывает, что у кошки началась течка, кошка кричит который день подряд, хозяин это в конце концов надоедает, и он идет в аптеку, покупает таблетки и дает кошке не одну таблетку, как написано в инструкции, а сразу несколько. Ну, типа, чтобы наверняка помогло и побыстрее подействовало. Это есть самое настоящее преступление перед животным. Вы представляете, что в этот момент делает владелец? А вот что. У кошки или собаки, без разницы, идет созревание фолликула с яйцеклеткой. А хозяин в этот момент дает животному повышенную дозу так называемого контрасекса. В этом случае прекращается рост фолликула, и фолликул вместе с яйцеклеткой замирает. Это крайне плохо. На месте этого фолликула может легко образоваться киста. А если такие вещи практиковать часто, то в конце концов это может привести и к раку яичника. И потом, в конце концов, в этой ситуации обвинять препарат, а не собственную бездумность. Применять гормональные препараты для регулирования течки надо только в междуэстральный период или не позже второго дня, как началась течка, и в дозах, прописанных в инструкции. И вообще, перед применением препарата надо всегда читать инструкцию и очень строго ее придерживаться. Написано в инструкции, что препарат надо применять не позже второго дня после начала течки. Вот в этот период и надо применять препарат. Написано в инструкции, что препарат надо повторно давать через какой-то период времени. Вот тогда день в день и давайте. Сейчас это не проблема. У всех есть телефоны, напоминалку поставили и все вовремя сделали. В принципе, как видим, ничего сложного в этом нет. Выбираем качественный препарат от серьезного производителя, читаем инструкцию, смотрим на половой цикл своего животного и применяем препарат в строго установленные инструкцией сроки. Если вы все это будете соблюдать, то тогда яичники вашего животного будут работать по принципу велосипеда. Летом, когда надо, покатались, а на зиму смазали и поставили в сухое место на хранение. При таком отношении велосипед вам прослужит очень долго. Вот точно так же и с яичниками. Эффект консервации яичников достаточно широко используется и в медицинской практике. Например, у меня есть информация, что на Западе, в некоторых монастырях, даже монашки используют этот эффект и применяют оральные контрацептивы. Данные препараты ими применяются для сохранения правильного гормонального статуса, избегания проблем, связанных с отсутствием половой жизни и чтобы продлить подольше молодость. Это не реклама гормональных контрацептивов. Это так, для вашего общего кругозора. И для того, чтобы, услышав словосочетание гормональные препараты для регулирования полового цикла, у вас перед глазами не возникали страшные картины. Целью данного ролика было не убедить вас в том, что гормональные препараты это, как говорится, самое то и что без них не обойтись. Главная цель это дать вам максимум объективной и понятной информации по применению этих препаратов, чтобы у вас появился собственный объективный взгляд на эти вещи. И вы не руководствовались многократно растиражированными страшилками, которых сейчас очень много в интернете. Зачастую в таких публикациях нет даже намека на какую-то объективность. Зная даже эти элементарные моменты по применению гормональных препаратов этого типа, вы сможете самостоятельно, без боязни, принимать взвешенные решения. Ведь проблема контрацепции у собак и кошек стоит очень остро. Буду благодарен, если вы в комментариях напишите, какой вид регулирования полового цикла вы выбрали для своего животного и почему. Думаю, что это будет интересно узнать и для многих зрителей канала. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!